Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом открытого пирога с тыквенным кремом. Для начала приготовим песочное тесто. На рабочую поверхность высыпаем 200 грамм просеянной муки, добавляем 50 грамм сахара, щепотку соли, выкладываем мягкое сливочное масло, разбиваем одно маленькое яйцо и замешиваем песочное тесто. Оно должно собраться в комочек. У меня на канале есть еще рецепты открытых пирогов, как сладких, так и несладких. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под этим видео. Готовое тесто заворачиваем в полиэтиленовый пакет и отправляем в холодильник примерно на 1 час. Тем временем можно подготовить тыкву. Очищаем ее от кожуры и нарезаем на небольшие кусочки. Нам понадобится 800 грамм мякоти тыквы. Тыкву можно запечь в духовке, а можно пропарить на плите. Я решила воспользоваться вторым вариантом. Для этого перекладываю кусочки тыквы в кастрюлю и наливаю немного воды. Таким образом тушим тыкву под закрытой крышкой до мягкости. У меня на это ушло полчаса. Готовые кусочки без жидкости перекладываем в глубокую чашу и пробиваем погружным блендером в однородную кашицу-пюре. У меня на канале есть еще интересные рецепты простой выпечки с тыквой. Ссылочки на некоторые из них оставлю в описании. Теперь отдельно в глубокую чашу разбиваем 3 яйца. Взбиваем их с сахаром в пышную белую массу миксером. Сахара нужно 120 грамм. Затем добавляем специи, которые хорошо сочетаются с тыквой. Я добавила немного мускатного ореха, молотую корицу и молотый имбирь. Еще раз немного перемешиваем и вливаем 200 мл жирных сливок. Затем в яичную массу добавляем тыквенное пюре и все это хорошо перемешиваем. Тем временем наше тесто отдохнуло, распределяем его по дну и бокам формы для выпечки. У меня диаметром 26 см. Бортик лучше делать высотой не менее 4 см. Дно я часто накалываю вилкой, чтобы при выпекании тесто не поднималось. Теперь заливаем тесто тыквенно-яичной массой и отправляем наш пирог запекаться в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 45-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Готовому пирогу даем немного остыть в форме. Затем его можно украсить половинками грецких орехов и сахарной пудрой. Крем получается необычным, с насыщенным пряно-тыквенным вкусом. Чтобы у крема получилась более плотная текстура, тыкву лучше запекать в духовке, а не парить на плите. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита!